Добрый вечер. Я Федор Рябинин, садовник, пермакультурный дизайнер. И хотел сегодня с вами поговорить о, на мой взгляд, очень пермакультурной такой технологии восстановления плодородия и продления жизни деревьев. Сразу хочу сказать, что я эту технологию собрал по кусочкам, то есть я не уверен, что кто-то не сделал это раньше меня. И все части, о чем я буду рассказывать, в общем-то, можно найти отдельно в литературе. Единственное, что я не нашел пока что в литературе, это описание вот такого связанного от начала до конца, такого пошаговой стратегии, как это сделать. Сначала хотел бы рассказать, что это, для чего это. Сам этот способ, метод омоложения деревьев, он имеет свои ограничения. Я могу сказать, что я проверял этот метод только на плодовых деревьях, на семечковых, косточковых, практически на всех видах. И могу рассказать о результатах, которые получил сам. В то же время простор для творчества тут огромный, потому что этим методом можно заниматься и с другими. Когда я начал работать по найму, то есть садовником по вызову, то доставались в основном такие деревья, которые уже просто хозяева не знали, что с ними делать, как с ними справиться. И поэтому отдавали их мне. И я, передо мной такая дилемма стала. Если абрикоса, который 20-30 лет к нему люди не подходили с пилой и секатором, то это задача 2-3 часа работы такой напряженной. И, в общем-то, не факт, что то, что вы сделаете, понравится хозяевам. Потому что если мы берем дерево, взрослое дерево, сейчас речь идет о омоложении, естественно, это деревья в возрасте старше 10 лет, их омолаживать имеет смысл. И вы начнете решать задачу то это создаст, в общем-то, довольно большие проблемы в будущем. То есть, представьте себе там яблоню 5-6 метров или грушу там 8-12 метров. Это то, что я реально видел в садах. То есть это то, как растут деревья, когда вокруг плотно посаженные рядом соседи. И тогда, когда хозяевам просто, не хватает квалификации, времени, сил, чего-то не хватает для того, чтобы их сформировать правильно с самого начала и поддерживать эту формировку. То есть ежегодной обрезкой. Тогда деревья живут своей жизнью. Я вам сейчас хочу показать фотографию. Такое дерево, это, так сказать, желательно получить. Такие деревья обслуживать удобно. Они высотой там 3 метра, не больше. А до этого бывают другие деревья. Те, которые, в общем-то, растут как тополи пирамидальные. И, в общем-то, я здесь на схеме нарисовал дерево. Оно изросшее, то есть там 3 и более ярусов уже можно выделить у этого дерева. Кроме того, дерево загущенное, внутри кроны загущенное. И там уже есть выраженная зона отмирания. Беремся с терминологией. Здесь на этой схеме цифра 1 обозначен штамп дерева. То есть это та часть дерева корневой шейки, которая на рисунке обозначена цифрой 2, до первых скелетных веток, которые обозначены цифрой 4, скелетные ветки. Это часть центрального проводника или ствола, как можно сказать, ветви нулевого порядка. Большинство деревьев, которые мне приходилось встречать в садах,
высота штамба не меньше там 60-80 сантиметров. То есть те веточки, которые были ниже, они засохли уже давно, либо их срезали когда-то. Ну, в разных местах мне встречались высота первого яруса, то есть вот где ветвление начинается, первая мутовка. Это где-то 0,8, 1,4 метра, вот так где-то, до 1,40 м. Здесь дальше цифра 3 обозначены скелетные корни, соответствующие скелетным ветвям. Это вот 4. Да, вот хочу напомнить всем, что дерево, оно имеет как вертикальную ось симметрии, так и горизонтальную. То есть каждая веточка связана со своим корнем. И вот я хочу обратить ваше внимание, что за любое дерево можно бороться, пока есть живые корни. Потому что все, что находится над поверхностью почвы, все крона, она, в принципе, восстанавливается, там достаточно одной почки, живой почки, спящей там какой-то, для того, чтобы восстановить крону. Таких случаев в моей практике уже накопилось довольно много. Вот цифра 6, там обозначенные там волчки или там водяные побеги, это то, что начинает образовываться, когда ветки, концы веток, вот в данном случае первого яруса, нижние ветки, они за счет того, что крона поднялась вверх, прирост весь сосредоточен вверху, они попали в зону затенения и, соответственно, начался процесс отмирания. И тогда для того, чтобы корню дать питание какое-то, то есть чтобы фотосинтез мог поддерживать питание корней, вот появились такие вот волчки. Цифра 7 я обозначил центральный проводник или лидер, вот он там в 2 местах. И 8 это конкурент центрального проводника для того, чтобы деревья, которые формируются вот как двуствольные, трехствольные такие, где нету ярко выраженного проводника центрального, они сложны в формировке и, в общем-то, уступают в урожайности тем деревьям, которые сформированы с одним центральным проводником. Возрастные изменения в кроне, как они происходят? Ни для кого не секрет, что сейчас большинство деревьев в наших садах это, в общем-то, привитые на клоновых подвоях, на карликах, полукарликах, реже там полукарлики или среднерослые деревья. Я же сейчас вам рассказываю, эта технология, в общем-то, для карликовых деревьев не подходит, просто потому что у них срок эксплуатации маленький, 10-15 лет, и объем корней очень маленький, поэтому, собственно говоря, дерево стареет, но стареет прежде всего с корней, то есть вырабатывается ресурс корня. Здесь же вся эта технология, в общем-то, подходит больше всего, я обращаю внимание, для деревьев, которые на семечковых подвоях или корни собственные, то есть, которые выросли из семечки, либо привиты на семечковый подвой, где-то в питомнике. Я могу сказать, что таких деревьев на Украине еще очень много. И чаще всего я их вижу, конечно, в частных хозяйствах. И более того, вот эта технология, которую я сейчас рассказываю, она подходит для того, чтобы перепривить, допустим, деревья в лесу, сделать там плодовый сад или плодовый лес. Там дички, там груши, там айвы, вишни, черешни, яблоко, конечно же. И на основе этих деревьев уже пригодных, получить сортовые деревья, которые будут приносить урожай. Как дерево стареет. Прежде всего, после посадки из косточки, с корнесобственные деревья, они самые продолжительные, то есть самые долгоживущие. Мне встречались груши там 60 и более лет, до 90 лет возраста.
А вот яблони тоже 50-60 лет, это не такая уже редкость. Абрикосы старинные, такие большие. Вот, то есть это деревья, которые выросли из косточки. Лучше всего, конечно, делать то, что я сейчас буду рассказывать, с деревьями там, ну, старше, в возрасте 10-15 лет. Это, ну, дает максимальная вероятность того, что все получится так, как вы хотите. Вот. Но не стоит сбрасывать со счетов деревья в районе 20-40 лет. С моим другом-учеником делали прививки на пень яблони, которые там за 50 лет, там 50-60 лет, и там из 32 прививок 28 принялось. На максимальный эффект омоложения будет тогда, когда мы омолодим не только крону, но и корни. Корни тоже стареют, там делятся клетки. Более того, кроновые подвои, вот то, что вегетативным способом выращивается, да, вот эта проблема в чем? Да, клоновые подвои здорово. Это дает стабильные результаты, это дает урожай, это дает соответствие сорту, это дает вообще-то посадочный материал с какими-то программируемыми, с предсказуемыми свойствами. И для, скажем, промышленного садоводства это незаменимая вещь. Сам подход пермакультурный, он в нем заложена минимальная трудоемкость. Да? Такое дерево, которое сочетает вот, экстенсивное и интенсивное, вот, ну, мы можем и создать в результате этой технологии. По возрастным изменениям в кроне. Ну, все начинается либо с семечки, либо с черенка. Да? Ну, в любом случае мы имеем саженец. Вот. Саженец высадили на постоянное место, уже из школки высадили на то место, где он будет расти. Все начинается здесь, вот начинается с корня, потому что запаса питательных веществ в стволе, в кроне не хватает там для того, чтобы только раскрылись почки и все, и может выпустить лист. Больше ни влаги не хватает, ни питательных веществ. Дальше все должно подниматься из корня. Изначально саженец должен иметь, ну, для того, чтобы быстро развивалась крона, нужно, чтобы корни как бы были более, возможности корней были больше, чем у кроны. То есть, если мы высаживаем саженец, у него почек много, а корни при пересадке повреждены, то мы, в общем-то, нарушаем баланс в сторону кроны. И тогда у нас есть реальная вероятность того, что саженец просто засохнет. Количество почек. Поэтому при посадке обрезка, предпосадочная обрезка, если это с открытыми корнями, вот, не контейнерная форма, обязательно. Ну а дальше начинается вот такая вот взаимная взаимообмен питательными веществами. То есть вот питательные вещества из корня, поднимаются ветки, просыпаются почки, и начинаются вот побеги, выдвигаться побеги продолжения из почек. И таким образом есть принцип апикального доминирования, то есть на верхушечной почке, вот я показываю, где будет максимум питательных веществ, то есть на каждом окончании веточки будет верхушечная почка, которая получает от корня максимальное питание. Вот. И таким образом крона поднимается вверх. У каждого растения, ну, яблони, груши, ну, это, в общем-то, лесные растения. И вы должны понимать, что задача, заложенная генетически в дерево, это первое поднять крону как можно выше. Потому что в лесу, ну, высокая конкуренция за свет. И если растение в первые там 3-5 лет не поднимется хотя бы на уровень соседей, то оно будет просто закрыто, затенено и погибнет в тени. Вот то, что я вижу часто в садах, это высокие деревья, которые очень трудно обслуживать, то есть у них зона плодоношения, вот, и побеги, то есть, в общем, там, где образуется прирост, она вверху, и здесь же 80% урожая. И
Соответственно, каждый год, если не снижать эту крону, она будет подниматься выше и выше. В лесу яблоня 5-6 метров высотой, это нормально. И груша там 7-8, это тоже нормально. Вот. Здесь же мы высаживаем все осознанно, то есть у нас расстояние между деревьями программируемо, то есть мы заложили какое-то расстояние, какую-то схему посадки, вот, и мы можем выдержать, сделать так, чтобы деревья были хорошо освещены. У них нету конкурентов по свету со стороны соседей, нет конкуренции, но дерево все равно, оно не знает об этом, и оно растет вверх. Вот. Поэтому, если не трогать вот дерево, не формировать его, вот, оставить его так, свободно растущим, то через некоторое время оно будет выглядеть так, как на рисунке 2. То есть у нас что произойдет? Произойдет то, что нижние ярусы, вот ветки, скелетные ветки первого порядка, которые расположены ниже всех, они будут затенены. Вот. И центр кроны вот здесь тоже будет затенен. Ну, чтобы было понятно, в зависимости от положения листа, он может, разность освещения может в освещенности достигать десятков раз. И, соответственно, фотосинтез листа, который на периферии, нельзя сравнивать с фотосинтезом, который образуется, продукты фотосинтеза, имеется в виду, в листе, который расположен в центре кроны. Там просто не освещен. Вот. Поэтому со временем дерево избавляется от этих листьев, которые, в общем-то, потребляют больше, чем дают. И избавляется от этих веток. Я вот хочу обратить ваше внимание, вот тут на схеме есть вот такие ветки поникшие, да, поникшие. Вот они расположены под углом по направлению к земле, да. И что получается? Они отплодоносили, тут когда-то был урожай, но за счет того, что они были когда-то перегружены урожаем, они вот так отклонились вниз, и они практически не получают питательных веществ от корней, то есть очень мало. Столько, сколько заработали, то есть сформировали, столько на себя и потратили. Практически обмен с корнями у этих ветвей вообще его нету. И со временем эти ветки, наклоненные вниз, они, дерево их просто отторгает, они отсыхают. Суть технологии омоложения состоит в том, что мы первым делом по порядку снижаем длину и уменьшаем ее диаметр. Вот. То есть красными черточками я показал, где перерезается, то есть спиливается центральный проводник, да, то есть это над первым ярусом, высота должна быть не меньше 40 сантиметров. То есть если тут боковые ветки есть где-то в промежутке, вот в этом промежутке, их тоже срезаются. Но между первым и вторым ярусом мы должны полностью убрать все, то, что выше первого яруса, полностью убирается. Также убираются которые образовались на нижнем ярусе, на скелетных ветвях, и поникшие, те, которые параллельно или под небольшим углом к горизонту, но вверх растут, те просто укорачиваются. Причем укорачиваются по кругу, вот, то есть уменьшается диаметр кроны. Вот здесь на этой схеме, вот смотрите, вот зона плодоношения полностью вся убирается, так что было. Вот, кстати, для этого очень подходят такие года. В этом году было, когда приморозок, я знаю, в многих районах, там Черниговской области, полностью потеряна вся зависть на яблоне. И, в общем-то, вот в такой год, или после большого урожая, когда дерево не заложило плодовых почек, это тоже очень можно подгадать. Вот, тогда удобно сделать вот это вот омоложение с заменой сорта. Вот. Значит, вот смотрите, что произойдет после того, как мы обрезали. Сразу говорю, омоложение будет полным и правильным. Вот по Николаю Гаше, я это прочитал вот как раз у него, я понял, что да, действительно, если мы снизим
только крону, уберем там 3/4 кроны, вот, то у нас произойдет омоложение только кроны. Корни, которые связаны с той частью кроны, которая срезается, они в основном погибнут. Вот. Останутся живыми, ну, гарантированно только те корни, которые связаны с оставшимися ветвями. Поэтому полное клонирование, то есть срез, уборка полностью 100% кроны, это допустимо только с деревьями, ну, скажем, в молодом возрасте, где-то до 10-15 лет. Старше с деревьями не стоит рисковать, потому что корни, ну, можем сказать, не справятся. То есть у них потребности своих корней, у тканей корней тоже должны быть обеспечены из продуктов фотосинтеза, вырабатываемых листьями. Если их нету, то корни, ну, отомрут. Значит, вот этот метод, о котором я рассказываю, да, он дает результаты, видимые результаты, на 3-й год после начала работы. Ну, естественно, я могу сказать, что трудоемкость с каждым годом падает по этому дереву. А вот конкретно, ну, больше всего вам придется в первый год работать, потом меньше, меньше и меньше. И в конце концов, ну, вы видите там, на 6-м рисунке, что мы получаем дерево, которое удобно для обслуживания и, в общем-то, может какое-то время обходиться без непосредственного вмешательства, там, поддержки. Сейчас я хочу, чтобы вы увидели, как это смотрится сверху. Голубым вот по кругу, ну, сфера. Это сформирована, ну, скажем, уменьшенная. Вот так была крона, это наружная, да, часть кроны была. Вот это мы уменьшили диаметр кроны. Вот. Причем, поскольку, ну, пермакультурный подход предполагает, что каждое действие должно там решать не менее 3 проблем, то тут получается решить гораздо больше проблем. Вот, допустим, те, кто занимается обрезкой, формировкой, ну, я часто сталкиваюсь с тем, что к дереву просто подойти невозможно. Ни с какой стороны вы к дереву не подойдете. Просто за счет веток, низко расположенных веток, они не дают, не позволяют вам подойти к штамбу, посмотреть, что происходит с штамбом. А штамбы, повреждения на штамбе, это, в общем-то, самое опасное, что может быть. Чем ближе к корневой шейке, тем труднее что-то справиться с этим. Я вот хочу показать вам вот такой вот срез дерева, да, вот посмотрите. Это дерево, которое я вот хотел перепривить, и, ну, чем дальше я его резал, ну, ближе к корневой шейке, ну, не мог найти, не пораженное. Вот видите, тут вот дерево пораженное, середина вообще уже выгнила, трухлявая, да, а дальше вот это поражение грибницей трутневого гриба, вот оно не позволяет, в общем-то, тканям справляться со своими функциями основными. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что вот ксилема, вот расположенная вот в центре ствола, она имеет в основном несущее значение, там она уже это состоит из мертвых клеток, и, в общем-то, это древесина, которая не живая. То есть она нужна для того, чтобы дерево сохраняло несущую способность, то есть чтобы она не ломалась, чтобы она держала ветки и противостояла там ветру. Вот. А в основном у нас проводящие слои, то есть это расположены в районе луба, и вот флоэма, то есть вот эта часть коры, которая расположена между, в общем, по обе стороны от камбия, вот от камбиальных слоев. И я хочу сказать, что ограничения для вот этого способа, о котором я говорю, они есть. А именно, ну, лучше всего получается на семечковых сортах, да, то есть это, ну, яблоня в первую очередь, груша, айва. Вот. И сложнее этот способ реализовать на косточковых,
Но из косточков я могу сказать, что не стоит пробовать это персик так сделать, снизить, вот именно таким способом, с заменой сорта. И плохо получается черешня. То есть, ну, на черешне, на старой черешне, она вообще плохо зарастают срезы, да, вот ветки вы видели, побегообразующая способность низкая, спящие почки не просыпаются на старой черешне. На молодой там 10-15 лет это можно сделать, да, и все получится. А более старые деревья, ну, просто отказываются, там погибают корни, я так понимаю, что, ну, не просыпаются спящие почки, поэтому не стоит. А вот абрикос хорошо получается, даже старый. Вот, главное, чтобы он не был поражен вот трутневым грибом. Если вы сделали срез центрального проводника, и он чистый, кора нигде не повреждена, ровная, то все, нету никаких ограничений. Ну, прежде подготовка должна быть проведена. Я могу сказать, что, ну, срезы основных центральных проводников можно начинать там где-то с февраля уже делать, а вот в конце февраля подготовить. А прививки, сами прививки черенками, ну, конечно, черенки заготовить, положить их, чтобы они сохранились хорошо. Вот. И сделать в оптимальное время. Вот. Оптимальное время, ну, чтобы было понятно, для косточковых это там март, а, ну, однозначно для семечковых вот это апрель. А вот, потому что сокодвижение в разное время может наступить, в каждый год сильно отличается начало. Ну, скажем, прививки, сделанные за кору на пике сокодвижения, это, ну, там 99% приживаемости. Вот. Главное, чтобы черенки были в спящем состоянии, не проснулись. Все. Больше ограничений нет. Ну и дальше я буду рассказывать уже по технологии. Значит, вот после того, как мы срезали центральный проводник, мы должны поставить вместо потерянных веток, создать новую крону, новый следующий ярус, да, второй ярус. Вот. И пользуясь тем, что своя рука владыка, можно сделать просто закору, прививки, а вот там, где это нужно, и, ну, в общем-то, способом наиболее удачным. Вот. Но для таких прививок тут только два варианта я вижу, потому что на старых деревьях там кора обычно толстая, особенно это груши касается. То есть здесь мы делаем с разрезом, с одним разрезом, черенком за кору, либо с двумя разрезами, но тоже черенком за кору. Ну, скажем, вот такой вот метод всем, наверное, известный, как это делается. Вот за кору с одним разрезом. Вот. Есть более сложные способы прививок, но здесь вот как раз простота залог надежности, того, что все получится. Поэтому, ну, прошу и советую, делайте как можно проще. Главное, что обвязать туго, а вот главное делать спящим черенком, а, ну, дерево, на которое вы прививаете, желательно, чтобы уже сокодвижение начиналось сокодвижение. Вот. Можно чуть позже сделать даже. Вот на груши, допустим, оптимальное время для прививок за кору это тогда, когда цветет вишня. А на яблоне, ну, у меня хорошо получается, когда вот на березе появляются эти сережки, вот выпускают. Вот это уже значит, что на яблоне сокодвижение достаточно хорошее для того, чтобы отделялась кора и чтобы черенок вставлялся там без особых усилий. Вот. На косточковых там чуть-чуть раньше нужно делать прививку и еще до начала сокодвижения. Вот. Но это связано в основном с тем, что хранение черенков, вишни, там, сливы и так далее, вообще всех косточковых, труднее их сохранить, они просыпаются даже там в погребе, в подвале, там засыпаны снегом. Здесь нарисовано взаиморасположение, да, взаиморасположение ветвей. Черным нарисованы ветки первого яруса, которые
остаются. Вот, мы их только вот тут по кругу, видите, укорачиваем. Кстати говоря, при возможности желательно вот по вот этому, вот этой границе прокопать и на глубину где-то 60-80 сантиметров до метра. Вот, прокопать траншею и подрезать и корни скелетные. Это нужно для того, чтобы корни получили тоже стимуляцию роста и, в общем-то, заменились, частично заменились. Потому что после того, как мы там 2/3, 3/4 кроны убираем, часть корней погибнет, однозначно погибнет. То есть та крона, которая останется, тех листьев, недостаточно, чтобы питать все корни. Какие-то из них погибнут. Но нужно дать вот с помощью такой обрезки корней, их там мы стимулируем рост корней, новых молодых корней. Вот. В чем коварство вообще старения дерева? В том, что у нас увеличивается расстояние между корнями, те, которые поставляют питательные вещества, ну, которые может получить там из корней, то есть азотистые соединения, вот это, микроэлементы, все это поставляется из корней. И у нас связь с листьями, потому что листья это тот орган дерева, с помощью которого происходит фотосинтез. И, собственно говоря, ну, скажем, корни какое-то время могут жить без листьев, но если они не создадут эти листья, не вырастят себе крон, то погибнут и корни. Вот. И здесь я показываю, что мы уменьшаем одновременно диаметр кроны, вот она новая граница кроны, и уменьшаем, в общем-то, зону корней. Вот. В результате, что мы получаем? Мы получаем то, что у дерева резко уменьшается количество почек. Вот. И вот эти привитые черенки, вот они зеленым нарисованы, это новая крона, второй ярус кроны, они получаются, ну, скажем, в самых благоприятных условиях. Обращаю ваше внимание, что вот поскольку мы уже так хорошенько обкорнали это дерево, уменьшили, то имеет смысл сделать и вход в дерево. То есть вот здесь я показываю, видите, направление на север. С этой стороны минимальная освещенность. Здесь, в общем-то, качество плодов тоже хуже, чем с южной стороны. Поэтому вход в дерево, ну, предлагаю делать с северной стороны дерева. А именно как? Вот мы убираем боковые ветки, которые, ну, затрудняют. Это нижний ярус, боковые ветки нижнего яруса, которые, в общем-то, не позволяют подойти вплотную к стволу. Вот здесь вот вы располагаетесь с этой точки, вам удобно делать вот эти все прививки с одной точки. Вот. Ну и, конечно, когда вы делаете прививки черенком, следующий слайд у нас будет о том, как их взаиморасположить, то, ну, старайтесь ставить черенки, сортовые черенки, чтобы они были в наиболее благоприятном месте. То есть там между ветвями, расположены между ветвями нижнего яруса. То есть у нас получается как бы сдвинутые на половину угла между ветвями нижнего яруса следующий ярус. И это дает максимальное освещение, то, что между ярусами нету конкуренции за свет. Ну и, в общем-то, гармоничное дерево получается таким образом. Я обращаю ваше внимание, что когда вы получили срез, вот он срез на дереве, да, то, ну, полностью его делать горизонтальным не стоит. Надо сделать его под небольшим углом, хотя бы там 2-3 градуса, для того, чтобы вода не скапливалась. Ну и, конечно, делать срез не бензопилой, а ручной пилой садовой. Она должна очень чисто срезать. Если вы сделали предварительный срез бензопилой, такое можно тоже, это быстрее и удобнее бензопилой делать наискось. Тогда дерево просто падает не в сторону, а вниз. Вот, под острым углом, если срез. То вы потом делаете это черновой срез, потом делаете чистовой срез пилой уже вручную.
Расстояние между черенками, вот оно максимальное, 5 сантиметров. Вот. Связано это с тем, что если поставить черенки на большее расстояние, то вот этот срез, большой срез, будет зарастать очень долго. Вот. Ну и обращаю внимание, что когда ставите черенки, вот я вот здесь вот показываю на этом черенке, видно, что там не полностью вы за кору заподлицо срез черенка, вот этот косой срез, он должен чуть-чуть выглядывать. То есть вот кора, вот где начинается кора, а вот это срез. И вот отсюда, здесь он должен хорошо быть замазаться до увара, для того, чтобы отсюда клетки камбия вот начали образовать вот эту раневую ткань, и постепенно кора заплыла, то есть заросло место среза. Я могу сказать, что ну, 5-6 лет это может на больших диаметрах это продолжаться, но в конце концов весь площадь, вот вся площадь этого среза будет закрыта корой, и часто даже трудно найти место, где были сделаны прививки, ну только опытным глазом видно. Вот. Ну и расстояние вот это 5 сантиметров, если диаметр большой, и вам, допустим, нужно там поставить 5 веток или 4 ветки сортовых, то вы ставите сначала сортовые черенки, а между ними можно взять черенки прямо с этого дерева, как технологически. Вы их потом обрежете, то есть они нужны для того, чтобы ускорить зарастание этого пня. Теперь посмотрите, что будет происходить в течение вот того года после прививки. Ну, сразу скажу, если черенки вовремя срезаны, то есть там ну, не раньше декабря, не позже апреля, вот, то есть если черенки в спящем состоянии, почки черенков в спящем состоянии, если они не потеряли влагу, если они не перемерзли у вас где-то, то почки проснутся. Да. Качество ну, прививки во многом зависит от среза, вот этого косого среза, который вы делаете, а качество среза зависит от ножа, насколько вы его там заточили, насколько он правильно заточен, остро, и насколько вы умеете делать вот этот плоский этот срез. Вот один пример, вот на этом примере показываю, как дальше будет развиваться дело. Вот если вы не трогаете, никаких зеленых обрезок не делали, вот, то у вас вырастет вот такой вот за сезон, вырастет вот такой вот каждый черенок, который вы привили вот в такую веточку. Я предлагаю делать все прививки трехпочечными черенками, то есть это копулировка за кору черенком. И видите, вот этот трехпочечный черенок, вот есть верхняя почка, есть боковая почка, средняя там и нижняя почка. Так вот, идеально получается тогда, когда мы даем возможности максимально расти верхушечной почки, при этом просыпается и боковая, средняя почка и нижняя почка. Вот все они просыпаются. Сразу говорю, что если есть возможность, то вторую почку можно там тормозить. Вот эту именно среднюю почку можно отпинцировать, то есть обрывать прирост, это в первый год. Больше никаких не нужно делать особенно манипуляций с этими прививками. Если тут просыпаются какие-то спящие почки, вот именно между ярусами, между прививкой и ну, нижним ярусом, это все нужно, конечно, вырезать, потому что они перехватят питание ваших прививок. Ну и дальше здесь показана уже схема обрезки весной следующего года, после прививки. Вот у вас все правильно принялось. И в общем-то, ваша наиболее перспективная ветка это вот эта, выросшая из нижней почки. Но эту мы вырезаем вообще на кольцо, то есть в центр кроны ничего не должно расти. А эту, ну, которая из верхушечной почки выросла, мы ее тормозим. Тормозим для чего? Да для того, чтобы здесь начинались уже обрастающие веточки появляться, или если появляются какие-то почки, которые обрезаем на периферию, то есть чтобы вот побег рос именно от центра к периферии. То, к чему мы стремимся. Ну, я могу сказать, что где-то 4-5 лет. Вот. То есть
Мы уже сформировали крону такую диаметр, которую мы можем обслуживать. Вот. Она вот имеет вот такую вот зону прироста и, соответственно, зону плодоношения. Вот. Эта крона такая уплощенная. На косточковых я даже вот советую вот эти ветки, вот эти, которые вверх, ну, стоит оставить на яблоне, на груши, на иве, вот эти ветки тоже поубирать и сделать уже чисто коническую крону, то есть ну, такую чашеобразную, чтобы здесь было больше простора, здесь будет хорошо освещенное место. Всего вам доброго.